Всем привет, красноглазики! Вот и наступил октябрь, а значит и такой праздник как Хэллоуин уже не за горами. И с сегодняшнего дня я начинаю целый месяц, посвященный всему таинственному и сверхъестественному. Страшнябрь! Поэтому сегодня мы поговорим о такой культовой героине, как Эльвира. Популярной телеведущей и просто притягательной женщине с большими рейтингами. Придуманная и сыгранная актрисой Кассандрой Питерсон, обладающей прекрасно развитой мимикой, самоиронией и целой тонной неподдельного обаяния, Эльвира стала одной из самых запоминающихся и стильных героинь на американском телевидении, а затем и в кинематографе, заработав поистине культовый статус и толпы преданных поклонников. Впервые Эльвира появилась в качестве ведущей телепрограммы Movie Macabre, которая транслировалась по американскому телевидению с 1981 по 1986 год. Данная передача была посвящена низкосортным фильмам ужасов и научной фантастике 50-70-х годов. Лежа на красном викторианском диване, в полумраке и в окружении свечей, Эльвира иронически комментировала фильмы, часто высмеивая их сценарий и персонажей. Благодаря мощной харизме Кассандры Питерсон, персонаж Эльвиры быстро завоевал известность, а руководство телекомпании NBC, увидев популярность программы, начали обсуждать возможность о переносе персонажа на большой экран. А в качестве режиссера рассматривался Тим Бёртон, которого Питерсон считала идеальным выбором для ее фильма, но он оказался занят на съемках Битлджуса. И наконец, в 1988 году состоялся дебют персонажа в художественном фильме «Эльвира. Повелительница тьмы», хулиганской черной комедии с элементами пародии на старые фильмы ужасов и сногсшибательной главной героиней. В данном фильме Кассандра Питерсон, как всегда, очень саркастичная и обворожительная и выкладывается на все 100%, а сам фильм очень атмосферный и забавный. Но несмотря на все достоинства фильма и актерскую игру Кассандры Питерсон, картина провалилась в прокате и собрала $5,6 миллиона при бюджете в 7,5 миллионов. Тем не менее, как это бывает со многими культовыми картинами, стоило фильму выйти на видео, как совершенно неожиданно он стал бестселлером и обрел большую армию поклонников. Но возвращение персонажа на большие экраны пришлось ждать целых 13 лет и произошло на фильме 2001 года «Призрачные холмы Эльвиры». Фильм пародирует готические фильмы по произведениям Эдгара Аллана По, снятые Роджером Корманом в 60-х годах и посвящен Винсенту Прайсу, который снимался в них. Популярность Эльвиры достигла апогея в 1988 году с выходом на экраны художественного фильма, после чего она стала появляться на обложках популярных журналов, таких как Fangoria и Femme Fatales. Также стоит упомянуть одноименный комикс 2018 года, а в 2021 году появилась отдельная серия кроссовер из 5 номеров, где Эльвира встречает Винсента Прайса, культового актера, который снимался во множестве готических фильмов ужасов 60-70-х годов. Интересный факт, что роль дяди Винни из первого фильма была написана специально для Винсента Прайса. Более подробно о нем я расскажу в отдельном видео. Там же мы посмотрим и саму фигурку этого легендарного актера. Благодаря харизме Кассандры Питерсон, персонаж Эльвиры на протяжении 80-х-90-х годов быстро превратился в популярный бренд, выпускающий такую продукцию, как комиксы, видеоигры, коллекционные карточки, костюмы для Хэллоуина и всевозможные фигурки, в том числе и от компании Funko, и одну из таких фигурок мы с вами сейчас и посмотрим.
Эксклюзивная фигурка Эльвиры выпущена в сентябре 2019 года и полностью повторяет облик актрисы Кассандры Питерсон в ее культовом образе. Коробка увеличенного формата выполнена в серо-черных тонах, на передней стороне приклеен стикер специального издания, а на задней стороне коробки мы можем увидеть фото Эльвиры, лежащей на красном викторианском диване. Внизу напечатана вся информация о фигурке, серийный номер и страна изготовления – Вьетнам. Снизу диванчика мы можем увидеть серийный номер фигурки, он совпадает с номером, указанным на коробке. Фигурка Эльвиры выполнена с большим вниманием к деталям и полностью повторяет ее культовый облик из шоу Movie Macabre, где она лежит в соблазнительной позе на красном викторианском диване. Эльвира одета в облегающее черное платье с глубоким декольте, а на поясе закреплен кинжал с золотой рукояткой. На лице нанесен макияж в готическом стиле, бледная кожа контрастирует с фиолетовыми тенями и красной помадой на губах. Прическа представлена высоким черным париком ульем, при котором волосы укладываются в валик сзади, а спереди видны челка и несколько прядей волос, уложенных в локоны. В заключении можно сказать, что у Фанка получилась великолепная фигурка, которая полностью передает обаяние и мощную харизму Эльвиры, и понравится не только фанатам культовой героини, но и всем поклонникам жанра ужасов. На этом мое видео подходит к концу, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и увидимся через 2 недели, ведь Страшнябрь только начинается. Или как сказала бы Эльвира на прощание, неприятных сновидений.